Приветствую всех на канале Пчеловодство и природа. Тут у меня такой немножко рабочий беспорядок. Но сейчас потихоньку попробую все рассказать. Значит, была у меня вот такая солнечная воскотопка. Я показывал ее изготовление. Воскотопка это из дерева. В принципе, очень хорошо себя показала. И единственное, что оказалось одной маловато. Решил я сделать еще одну, но поскольку очень удачная конструкция получилась, то решил я такую же изготовить, только из металла. Вот она уже тут, так, можем сказать, до половины я ее уже собрал, до половины. Ну и сейчас потихоньку расскажу. Если кто-то решит что-то подобное делать, то, возможно, это видео будет полезным. Значит, основа этой воскотопки металлической у меня вот такой профиль. Профиль квадрат. Значит, получается, как показать, 15 на 15. Ну тут не видно, 15 миллиметров на 15 квадрат такой. Вот. Ну, я купил где-то порядка 7 метров. Ну, 7 метров, наверное, это и многовато. Вот еще где-то больше метра осталось. Значит, из этого профиля я изготовил вот такую конструкцию. Значит, размеры этой конструкции по длине получается 64 сантиметра. Ну, если ее положить, вот так получается, то это будет высота. По высоте получается, значит, ну, почти 13 сантиметров, где-то 12,8. Так. И по ширине. По ширине получается 37,2 где-то вот так. 37,2 миллиметра. Это что касается размеров. Значит, каркас вот с этой стороны, с обратной, если посмотреть. Значит, для опоры самого короба из нержавейки я еще две поперечины вставил. Вот одна и вот вторая, на которой опирается уже короб тот, который из нержавейки. Дальше сделал внутреннюю обшивку. Внутренняя обшивка. Здесь низ из оцинковки. Из оцинковки сюда будет вставляться короб. Ну, короба я вот такого плана показывал уже. Вот, может быть, я другие какие-то изготовлю. Ну, пока вот я такими пользуюсь. Таким вот образом ставится короб туда, пластиковый, пластмассовый. Вот так помещается. Значит, здесь с оцинковки и короб, сам короб с нержавейки. Так, ну, сам короб где-то я замерял тут. У меня лист нержавейки такой был, кусочек нержавейки. Где-то 0,75 миллиметра толщина этого листа из нержавейки. Ну, согнул я его. Здесь разрезал сверху, вырезал такие сегменты и согнул. Здесь вверху ничего страшного, ну, то есть туда ничего не будет затекать. А внизу, вот по бокам, я просто загнул, потому что здесь нельзя, чтобы туда вниз протекало. Вот внизу здесь разрезал, согнул и дополнительно просверлил отверстие для того, чтобы стекал туда воск. Сюда будет ложиться рамочка. Так, ну это аналогично с этой воскотопкой. Вот она приблизительно такая же по размерам. Приблизительно. Вот единственное, что короб здесь чуть-чуть по высоте маловатый. А так конструкция в принципе та же. Я говорю, отлично себя зарекомендовала, поэтому вот решил сделать еще одну. Крепление стекла. Стекло у меня без крепления, просто ложится вот таким вот образом сюда. Здесь внизу упор,
И просто ложится, поднимается. Там я просто стульчик подставляю под разным углом в сторону солнца и проворачиваю. Вот. Вот такую же конструкцию я сделаю и здесь. Значит, вот купил уплотнитель такой резиновый. Потом я пройду этим уплотнителем. Тут он двойной, это я на 2. Здесь заменю на этой воскотопке. Вот таким вот образом я потом проклею по всему периметру. И то же самое сюда будет ложиться стекло. Вот таким вот образом на уплотнитель. Вот внизу, для того, чтобы стекло туда вниз не съезжало, я подварил такой упор. Вот видно? Упорчик там. И стекло будет упираться в этот упорчик. Вот таким вот образом. Так, ну и сейчас рамочку принесу, положу, чтобы видно было, как ложится. Вот сюда помещается рамочка такая на украинскую рамку. Вот таким вот образом становится она. Вот. И точно так же додановская рамочка сюда. Отлично ставится. Вот таким вот образом. Значит, для обшивки снаружи я использую вот такую оцинковку. Это я уже начал обшивать здесь. Вот кусок вырезан, та боковушечка. Вот такая оцинковка. С обратной стороны здесь будет вот такой лист. Обрежу и вот таким вот образом обошью. Пройду по кругу. Обязательно буду утеплять. Вот эти все боковушечки, все я буду утеплять. Вот здесь я боковушечку начал делать и туда заложил утепление. Если видно, вон там есть утепление. Утепление из чего? Применяю вот такую минеральную вату. Вот такая минеральная вата. Она хорошо сжимается легко и очень хорошо держит тепло. Это несгораемая минеральная вата, поэтому там высокую температуру будет держать. Для чего? Для чего это утепление? Значит, если не утеплять, то летом нагревается вот эта часть, сам короб. И этот короб передает тепло сразу туда вниз. Если там не будет утепления, он остывает. То есть он не наберет необходимой температуры. Поэтому вот эта внутренняя часть должна быть утеплена, отделена от наружной, чтобы туда не уходило тепло. Поэтому обязательно вот применять такое утепление. Ну вот сюда боковушечку вот я показал, что я вырезал. Вот сюда буду закладывать утепление, так как там уже заложил утепление. Закладываю сюда, обшиваю. Вот. И затем уже окончательно сюда заложу утепление и обошью здесь. Вот. Ну, режу обычной болгаркой. Сейчас покажу. Вот я кусочек здесь замерил. Сейчас покажу. А я прикидываю. Вот я тут очертил, замерил. И сейчас покажу, как обрезаю. И потом заусенцы тут немножко подравниваю такой другим кругом уже. Немножко поправляю еще эти заусенцы. Прохожу. Так, ну и сейчас посмотрим. Это я вот сюда уже подготовил. Вот таким вот образом. Это будет сюда. Обшиваю. Сейчас я покажу, каким образом я обшиваю. Вот я уже начал здесь обшивать. Ну, тут на 2 где-то 2,2 или 2,5 миллиметра у меня сверло. Таким сверлом вот так вот прохожу.
И прикручиваю вот такими саморезами. Саморез 4,2 на 14 миллиметров. Вот так он собой что представляет. Саморез. И вот такими саморезами я прикручиваю. Убираю там заусеницы, чтобы не попали туда под саморез. Так, раз, есть. Следующий саморез. Так, заусеницы. Ну, вот таким вот образом. И так, таким образом пройду полностью, обошью. Держится нормально. Так, это что касается в этой части. Теперь, значит, ну, вот здесь у меня уже старое утепление. Вот оно пообрывалось. Вот таким вот образом пообрывалось. Вот. Здесь я уже подклеивал из другого. Вот. Ну, такое уже оно. То есть я хочу его заменить, поэтому я это старое сейчас сниму и купил вот свежую. Вот, поэтому хочу, ну и заодно покажу, как я утепляю. Вот оно уже, конечно, уже тут я не знаю, сколько лет оно уже у меня отслужило. Ну, в общем, свое оно отслужило, оно оправдало себя. Вот. Ну, поскольку из дерева, а тем более тут вот видно вот тырса, это такое типа еще ДСП или что, то, конечно, тут лучше все-таки из металла делать. Я вот об этом, что лучше все-таки из металла. Сейчас я. Вот наконец-то наша солнечная воскотопка готова. Ну, вот такой она имеет теперь вид. 2 раза я ее покрасил черной краской внутри и снаружи. Ну, что тут? Ну, вот так вот она выглядит. Вот так со всех сторон, вот так сбоку, вот так вот снизу. Это я красил здесь, оно содрало краску, где она была стояла. Так, это низ. Ну, переворачиваем. Она утеплена со всех сторон. Там я утепление показывал, как она утеплена. Ну, и вот ее такой вид. Дальше изготовил для нее стекло. Ну, стекло это на 2 воскотопки, поэтому оно чуть больше здесь по размерам. Вот так вот оно будет. Здесь сделал специальный зацеп для стекла, чтобы оно не выскакивало, это внизу. Вот. И сейчас, что осталось, проклеить таким резиновым уплотнителем. Вот я купил такой, он двойной, вот так вот выглядит. Сейчас мы одну полосочку сделаем. Значит, сюда я посчитал около 2 метров. Вот мы краешек сейчас. Здесь защитная такая пленочка, а там самоклейкая лента. И вот сейчас мы вот таким вот образом. Так, сейчас надо ее раз правильно установить. Так, есть здесь. Разворот. Так. Так, здесь опять разворот. Так, здесь опять разворот.
и до конца. Так, здесь сейчас по размеру отрезать. Так, снимаем защитную пленку и проклеиваем. Все, уплотнение готово. Теперь пройти немножко ужать. Ну и вот так будет ставиться стекло теперь сюда. Вот здесь оно попадает в зацеп, прижимает немножечко уплотнение и становится туда, заходит в зацеп. Ставить я буду как? Значит, я не делал никаких подставок, регулировок. Я обычно вот так вот ставлю на вот такую подставочку, вот с этой стороны снять. Вот такую подставку и просто вот таким вот образом. Угол с этой стороны, угол, если больше, вот так регулируется, меньше вот так. Если еще меньше, можно просто подставку положить еще более, ну вот таким вот образом. Это чтобы не делать лишних сюда заморочек на саму воскотовку. То есть вот ее окончательный вид. Значит, единственный размер, который я не снял, не показал, это я так по памяти, я не показал глубину самого поддона. Значит, глубина поддона у меня тут выше, чем в той воскотовке. Это удобнее. Порядка 6 сантиметров, даже 6,5, вот так. Скажем так, порядка 6 сантиметров глубина поддона. Но это получше, тут не так будет высыпаться, выпадать отсюда сырье. Ну вот все, что... Да, заодно хотел бы показать, я переделал и свою старую воскотовку. Она у меня здесь была со старого советского телевизора, короб. А короб там был из ДСП. И он вот здесь внизу, сюда попадала влага, стекло запотевало, и вода сюда стекала. И здесь она прогнила. Поэтому я заменил полностью деревом. А все основание, короб, все оставил. Вот. Ну, так вот она, конечно, теперь еще какое-то время прослужит. И стекло это, тут поскольку она шире, то вот стекло теперь это будет подходить и на эту воскотовку. Я его с таким расчетом, значит, вырезал, чтобы и туда подходило. Вот, кроме этого, я ее еще раз покрашу и то же самое проклею здесь утеплитель. Вот получилось две такие солнечные воскотовки. Ну, значит, что еще хочу сказать. Я снял в фотографиях все этапы изготовления вот этой металлической солнечной воскотовки. И если в видео где-то недостаточно будет информации, а кто-то захочет снять, кто-то захочет сделать себе, и чтобы более подробно рассмотреть, то в конце видео будут все этапы изготовления этой воскотовки в фотографиях. Там с размерами, где-то какие-то размеры может уточнить. Вот. Ну, вот таким вот образом. Так что если кому-то как бы мой опыт будет полезен, то можно как бы пользоваться, можно делать самому. Меня что сподвигло на изготовление этой воскотовки? Я перепробовал, посмотрел заводские экземпляры, они мне какие-то хлипенькие показались. И ну все-таки лучше помучиться самому, но изготовить что-то более надежное. И то, что тебе больше нравится, больше по душе. Поэтому, ну вот я предлагаю такой вариант. На этом все. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Пока.